Про мафию известно всему миру, мало людей, которые не слышали про это явление. Италия — прекрасная страна, встречает туристов приятным мягким климатом, изысканной архитектурой, теплым и чистым морем. Но есть одна вещь, которая сделала эту страну известной во всем мире. Это итальянская мафия, а особенно ее сицилийская часть. В мире много крупных преступных группировок, но это вызывает особый интерес. Есть несколько версий происхождения мафии. Большинство специалистов придерживаются версии, что мафия начинает свое существование в средние века, а именно в XIII веке, когда Италия была оккупирована французами. В 1282 году родился лозунг «Смерть Франции». «Вздохни, Италия, мы Итало Франча, Ителия Анила». Если сложить первые буквы слов в этой фразе, мы получим слово «мафия». 2. Вторая версия чуть менее популярна, но также имеет место быть приверженцы этой версии, предполагают, что мафия возникла еще в IX веке, когда Сицилию завоевали арабы. Арабское слово «я» означает «место спасения», «Орлачи». Прячась от арабов в горах, сицилийцы основали тайные общества, в которых пропагандировались националистические ценности. Финансирование шло от богатых сицилийских семей. Еще одна версия гласит, что в XI веке, когда в Сицилию вторглись викинги, которые относились к сицилийцам как к рабам, беглые сицилийцы прятались в холмах, где организовали опорные пункты мафии. В XV веке на острове появились новые захватчики, на этот раз испанцы. Сицилийский народ вновь был вынужден искать защиту в укрепленных мафиях в горах. Продолжать можно долго. Как мы видим, все эти версии объединяет один признак — вторжение войск других стран. Это неудивительно, ведь итальянский регион являлся стратегически важным, так как давал владельцам свободный выход в Средиземное море, а также много бесплатной рабочей силы и плодородные земли. Итак, изначальная цель создания мафии — это противодействие захватчикам. Так что же случилось? Почему благая цель в итоге привела к образованию преступных кланов? Преобразование мафии. В течение нескольких веков мафия представляла собой группы людей с оружием, боровшихся за свободу. Во главе каждой группы был дон, вождь, лидер. Боясь раскрытия тайны своего существования и дальнейшей расправы, группы вооруженных патриотов стали преобразовываться в тайные общества, которые доверяли только кровным родственникам, так как считали, что только родственники могут сохранить тайну существования общества. Так и зародились первые мафиозные семейные кланы, которые закрепляли за собой один или несколько крупных населенных пунктов. Объединяющим центром являлся город Палермо. По мнению большинства специалистов, это произошло примерно в XVIII веке. С нарастанием численности таких семей требовалось все большее финансирование, которое поступало от населения для борьбы с оккупантами. Но население к тому моменту просто устало постоянно финансировать сие действия, да и сами кланы стали злоупотреблять халявными деньгами и все чаще пускали их не на борьбу с захватчиками, а на удовлетворение своих потребностей. Если кто противился финансировать благое дело, мафия поджигала его дом или просто уничтожала неугодных. Уже к началу XIX века тайные общества бывших освободителей превратились в хорошо организованные преступные группы по отниманию у населения денег. XX век мафии, расцвет и противостояние с государством. В XX веке мафия достигла своего апогея и наибольшей популярности. Но в 20-е годы, с приходом к власти Муссолини, взор которого пал на мафию, все пошло совсем по-другому. Муссолини начал масштабную кампанию против мафии, из-за чего многие известные мафиози перебрались в США, где тогда действовал сухой закон. Занимались они, конечно же, нелегальной контрабандой алкоголя, на этом и поднялись. Уцелевшие же мафиози Сицилии залегли на дно и вели подпольную деятельность по контрабанде запрещенных веществ, сигарет, а также промышляли рэкетом. В ответ мафия из мести всячески поддерживала американские войска в свержении режима Муссолини в Италии. После падения режима мафия вновь вышла из подполья и продолжила наращивать свои обороты, попутно воюя друг с другом за спорные владения. Государство всячески боролось с мафией, но борьба осложнялась из-за нескольких факторов. Мафия представляла собой семейные кланы, члены которых никогда не свидетельствовали против своих родных. Население не доверяло государству, а полагалось на защиту и покровительство мафиозных кланов, что также создавало проблемы для организации агентурной сети для полиции.
деятели искусства в своих произведениях романтизировала жизнь членов мафии, что придало простым гражданам иллюзии о красивой жизни. Легкомысленное отношение государства к такому явлению, как мафия. Но в 1992 году мафия совершила фатальную ошибку — лишила жизни прокурора Джованни Фальконе и его жену, что вызвало огромную волну возмущения, и итальянские власти объявили войну мафии. В 1980 году Фальконе объявил, что начинает борьбу с проклятием Сицилии. Он впервые добился того, что арестованный преступник нарушил закон омерта, заговор молчания, делающий мафию неуязвимой, и дал показания против других мафиози. Отступление от омерты по законам преступного мира карается смертью. Фальконе убедил государство в том, что людей, которые дают показания против мафии и их семьи, необходимо охранять. Этим он несколько развеял страх перед местью могущественных кланов Сицилии. Фальконе добился принятия статьи Уголовного кодекса, согласно которой мафиози, попавшие в тюрьму, должны содержаться в абсолютной изоляции. Таким образом, преступник не мог из заключения руководить действиями своей семьи. Только в ходе одного из многочисленных процессов против мафии Фальконе отправил за решетку 342 преступника на общий срок 2665 лет. Столица мафии, Палермо, подвергся жесткой чистке, которая обошлась Италии в кругленькую сумму. Но дело того стоило и даже окупилось. Тогда было конфисковано имущество мафиози, а их дома перестроены в школы и детские сады. В жилище крестного отца сицилийской мафии расположена сейчас полицейская казарма. Так что смерть Фальконе стала ошибкой преступников и лишь способствовала, если не разгрому мафии, то, по крайней мере, серьезному поражению. Однако и это не смогло истребить мафию полностью. В 21 веке мафия все еще жива, просто она сменила методы. Основным видом деятельности все так же остается контрабанда, но мафия стала перебираться и в легальный бизнес. Методы мафии стали менее жестокими, но это не значит, что их злодеяния стали менее опасными. Лично я считаю, что бороться с мафией необходимо, но истреблять нужно не отдельных членов группировок, а искоренять сами причины существования преступности. Надеюсь, власти Италии найдут способ обуздать организованную преступность, и на улицах итальянских городов станет безопасно. В конце хочу сказать, что статья создана с информативной целью. Я ни в коем случае не поддерживаю такое явление, как мафия, и считаю их такими же преступниками. Зачем партии христианских демократов Италии нужна была мафия? Для финансовой поддержки сицилийских фракций и для надежного обеспечения электоратом, которым мафия руководила к 1945 году. Уже лет 100 на Сицилии. И, конечно же, для безопасности. А вот особо смелые коммунисты во главе с активистом движения Ли Каузи 16 сентября 1944 года в той же Вилальбе получили в ответ на выступление, в котором недвусмысленно обвинялись местные мафиози, обстрел из многих стволов. Отличились молодчики Дона Кало Вицини. Причем лидеры ХД и мафиози, вроде Дона Кало и Дженко Руссо, нередко показывались вместе на различных мероприятиях, будто демонстрируя единство официальной власти в качестве ХД и тайной власти в лице боссов сицилийской мафии. Так и началось тесное сотрудничество мафии и лидирующей итальянской партии, которое продлилось все время существования ХД, хотя официально считалось, что мафии, как единой сплоченной организации с централизованным управлением, не существует. Благодаря политикам и церковникам этот миф просуществовал еще долго после войны. Придя к власти, ХД выполнили свои обещания и помогли крестьянам обзавестись собственной землей. Не бесплатно, конечно, а способствуя тому, чтобы ее продавали крупные землевладельцы, а крестьяне могли ее купить. И вот тут уже мафия поживилась хорошо за счет перепродажи земель. Позже, в 1950 году, Южная Италия была удостоена особого внимания правительства в качестве крупных инвестиций для подъема экономики. Здесь мафия тоже имела возможность насладиться коррупционными связями с правящей партией через различные финансовые махинации, получение дотаций, лицензий, назначение своих людей на особо злачные должности или налаживание взаимовыгодных связей с людьми на этих должностях. Например, скромные до 1959 года. Должности по управлению общественными работами в Палермо превратились в золотую жилу как для мафии, так и для коррумпированных бюрократов Сальво Лиму и Вито Чианчимино. Дело в том, что после начала крупных вливаний в экономику Южной Италии из провинции в Палермо потянулись бедные крестьяне,
за счет которых население города увеличилось на 20%, из-за чего Палермо начал нуждаться в увеличении количества жилых квадратных метров. Был создан новый генплан города, согласно которому подлежали сносу множество старых вилл, которые занимали много места, и постройки на их месте многоквартирных домов. В процессе строительного бума, который в истории назвали не иначе, как разорение Палермо, было выдано 4205 разрешений на постройку домов. Кто же стал обладателем такого огромного количества госзаказов? В основном 5 человек, которым досталось 80% заказов на строительство. Но это были подставные лица, через которых мафия добывала подряды для своих или контролируемых ими строительных фирм. В допросе одного из тех 5 человек указывается, что он просто выполнял просьбу друзей, которые бы могли усложнить ему жизнь, если бы он отказался. В результате масса лицензий и подрядов на баснословные капиталы была выдана швейцарам, а никак не крупной строительной компанией. Таким же образом, второй из той пятерки оказался простой продавец угля. Короче говоря, так мафия и зарабатывала, по старинке. Просто за 100 лет до этого она паслась на лимонных плантациях и землевладельцах, а в 1960-х — на строительных площадках, политиках и местном самоуправлении. При этом стоит заметить, то ли из причастности, то ли из близорукости, то ли из-за глупости, то ли из каких-то еще соображений, кардинал-архиепископ Палермо по имени Эрнесто Руфини в упор не признавал существование мафии и все время официально заявлял, что Коза Ностра является не иначе как страшилкой и происками коммунистов. Он очень боялся левых по вполне понятным причинам. Учитывая, что церковь и ХД тогда были чем-то неделимым, данное убеждение касалось и самой партии. Руфини, в свою очередь, был ярым пропагандистом ХД и заявлял, что не голосовать за христианских демократов — это равносильно совершению смертного греха. Видимо, устами кардинала говорил ужас от одной только мысли о том, что к власти придут коммунисты, которые в Италии, между прочим, были одними из самых сильных во всей Западной Европе, а единственной реально противостоящей им партией были разве что ХД. Короче говоря, во время Холодной войны все шишки списывали на коммунистов. Это была коронная отговорка, которой не только политики Италии прикрывали свои темные делишки, о которых народу знать не полагалось. Чего стоит один только спектакль высадки американцев на Луну, на который те никогда не были, но который стоил баснословных расходов за счет налогоплательщиков США. В общем, Италия не была исключением, и, судя по всему, Ватикан и его филиалы тоже. Еще одной причиной абсурднейшей слепоты церкви в отношении существования мафии могли быть самые обыкновенные деньги. Возможно, Коза Ностра точно так же пыталась купить индульгенции, как это сделал Дон Корлеоне в третьей части фильма «Крестный отец». По крайней мере, на то время мафия имела огромные заработки на строительном буме, и на покупку индульгенций у нее явно имелись средства.